Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля, мой канал об узорах крючков. Сегодня хочу вам показать очередной оригинальный узорчик. У меня ниточка сегодня будет вот такая вот хлопковая. Что это за пряжа, я расскажу в конце видео. Крючок я сегодня возьму троечку. Моя рабочая лошадка, вот троечка. Вы в свою очередь берете любую пряжу, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному, поэтому пробуйте и вяжите из любой пряжи. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она несложная, понятная, читабельная. Кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 5 петелек плюс 1. Давайте, например, я наберу сколько? 7 раппортов. Пусть это будет, да, 7 умножить на 5, это будет 35. И плюс 1 36. Ну, а вы набираете столько петель, сколько вам необходимо. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 36 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее с новичками мы сделаем вспомогательный ряд. Он будет состоять из столбиков с накидом. Так? Новички, повторяйте. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. Это наш столбик с накидом. Дальше накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот ваша задача провязать каждую петельку в цепочке столбиком с накидом. То есть аккуратно, так скажем, монотонно, последовательно. Дело в том, что в воздушных петельках новички могут, по началу своего вязания, да, обучения, могут ошибаться, могут терять петельки, а столбики вы точно не ошибетесь, не потеряете. Понятно? И вот так вот провязывайте, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть вот у меня 36 воздушных петелек, да, у меня будет 36 столбиков. Несложно. Вот эти вот 3 петельки подъема, которые мы провязали, считается за имитацию столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Это совсем не сложно. Чуть медленно, но не сложно. У вас все получится. Но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. Теперь, смотрите, делаем 2 накида. И возвращаемся вот к нашему первому столбику, откуда начинали воздушные петельки. Нырнули в первый столбик, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки. 2 петельки. Стоп. Держим на крючке, дальше не провязываем. Опять 2 накида. Вернулись опять в первый же столбик, вытянули ниточку и провязываем точно так же 2 петельки, 2 петельки. Это получается у нас здесь 2 столбика с 2 накидами. Мы провязываем их не до конца, держим на крючке. И вот теперь все 3 петельки мы должны провязать вместе. Есть. Дальше смотрите. 2 накида. Так, теперь будьте внимательны. Мы пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4 в пятый. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки, стоп, 2 накида, вернулись в этот же столбик, нырнули, провязали по 2 петельки, 2, 2, стоп. А вот теперь смотрите, теперь мы вот так вот 3 петельки вместе провязываем. Раз, провязали. У нас вот такая вот получается арочка, да? Теперь будьте внимательны, делаем опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И спускаемся вот к нашему столбику, где мы только что провязывали столбики с 2 накидами. Нырнули, вытянули ниточку и провязали соединительную петельку. Раз,
Все. По итогу, вот видите, у нас получилась вот такая вот интересная арочка. Дальше опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. 2 накида. Возвращаемся опять в этот же столбик. Все с ним вместе работаем. 2 петельки провязываем. 2 петельки стоп. Столбик с 2 накидами провязано не до конца. Опять 2 накида. Вернулись сюда же. И провязываем точно так же 2 петельки. 2 петельки. И теперь все 3 петельки провязываем вместе. Раз. То есть готовим вторую арочку. Теперь опять 2 накида. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4 в 5. Нырнули, вытянули ниточку и точно так же провязываем 2 столбика с 2 накидами не до конца. Раз, два, сюда же ныряем в этот же столбик. Опять столбик с 2 накидами не до конца. Теперь 3 петельки провязываем вместе. И теперь опускаемся к нашим столбикам. Получается 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. К этому же столбику опустились и провязали соединительную петельку. Оп, все. Вот, у нас уже 2 арочки. Видите? Ну, такие вот объемные арочки получаются. И вот таким вот образом мы шагаем дальше и провязываем вот такие вот арочки до конца ряда. Понятно? Формируйте вот такие вот лепесточки наших будущих листочков. Второй столбик с 2 накидами, 3 петельки вместе. 2 накида, 4 столбика пропустили. Раз, два, три, 4 в 5. Опять 2 столбика с 2 накидами провязываем. И вместе 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Опять опускаемся к этому же столбику и провязываем соединительную петельку. Вот, мы с вами вместе провязали вот такие вот 3 арочки, да? 2 листика, 2 листика, 2 листика. Здорово и несложно. Все, самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, что получается. Вот такие вот у нас интересные арочки начинают вырисовываться, да, из листиков. И как мы заканчиваем наше вязание. Вот наш листик, так. Теперь мы делаем 2 накида, пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И смотрите, здесь у нас 3, получается, петельки подъема предыдущего ряда. И вот мы в третью петельку аккуратненько нырнули, работаем с этой петелькой. Провязываем сюда 2 столбика с 2 накидами. Раз, сюда же 2. Провязали вместе 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И точно так же, опять же, в эту же петельку вернулись и сделали соединительную петельку. Все. Ряд наш закончен. Понятно? Вот так вот выглядит конец ряда. Теперь будьте внимательны. Мы должны сделать 7 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Петельки подъема. Поворот. Так. Теперь смотрите. Делаем 2 накида. И вот там, где у нас, получается, встречаются 2 лепесточка, да, так скажем, мы в центр провязываем точно так же. 2 столбика с 2 накидами. Раз. Сюда же 2. Провязали вместе 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Вернулись сюда же и сделали соединительную петельку. Вот, то есть что у нас начинает первоначально появляться, видите? То есть вот так вот будет видеть, крестиком цветочек. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. 2 накида. Возвращаемся сюда же и провязываем 2 столбика с 2 накидами. Раз столбик, 2 накида, сюда же вернулись 2 столбик. И теперь все петельки вместе. Раз. Поняли? Все. Видите? У нас получается вот такой четырехлистник. Идем дальше. Опять 2 накида. Так. И наша с вами задача перепрыгнуть вот к следующей верхушке, следующей нашей арочке. Вот она верхушка. И точно так же. Раз. 2. Провязали. Раз, два, три, 4, 5. Вернулись в центр нашего цветочка, да, и провязали соединительную петельку. Есть. Видите?
все те же самые арочки получаются, но в силу того, что они как бы смещены немножечко в шахматном порядке, из этого получается вот такой крестик-цветочек. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. 2 накида. Возвращаемся сюда же и провязываем 2 столбика с 2 накидами. 2. Теперь все 3 петельки вместе. Оп. Все. Вот у нас уже 2 вот таких интересных цветочка, лепесточки, да. Все. И вот также следующая арочка, верхушка следующей арочки. И точно так же шагаете дальше. Все, то есть ничего сложного. Вы точь-в-точь повторяете самый первый ряд. Так? Единственное, что получается, он у вас просто будет смещен в шахматном порядке. И все, так все то же самое. Раз, два, три, четыре, 5. Идем в центр и провязываем соединительную петельку. Поняли, да? Все, вот так вот шагаете. Вот наши листики. Вот так вот шагаете до конца ряда. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, красота наша растет. Вот такие у нас получаются цветочки, лепесточки. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот наш цветочек, да, крестиком. У нас уже готовы 3 лепесточка. Провязываем последний 4 и заканчиваем ряд. Итак, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. 2 накида. Возвращаемся сюда же, в центр, и провязываем 2 столбика с 2 накидами. Раз, 2 и все вместе. И вот здесь у вас по схемке мы должны, получается, опуститься, да, на ряд ниже, но при этом написано, что нужно сделать столбик с 5 накидами. Мне кажется, 4 вполне достаточно. Раз, два, три, 4. Ну, конечно, пробуйте, вяжите. И мы, получается, с вами возвращаемся вот к нашему первому, получается, ряду, там, где у нас была воздушная петелька, самая первая. И провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2, 2. Поняли, да? Мы выравниваем край, получается, и подгоняем, естественно, высоту нашего ряда. Все, этот ряд закончен. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. И точно так же 2 накида. Возвращаемся сюда же к этому столбику. Беремся за верхушку и провязываем 2 столбика с 2 накидами не до конца. Раз, сюда же 2. Кому быстро, ставьте на паузу, либо в настройках делайте, как вам будет удобно, скорость видео. Все вместе провязали. Теперь 2 накида, и мы перепрыгиваем с вами, вот, получается, в следующую нашу арочку. Вот на следующая арочка. Захватываем за центр и начинаем провязывать 2 столбика с 2 накидами, провязаны не до конца. 2. Провязали все вместе. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Вернулись вот в наш центр и провязали соединительную петельку. То есть поняли, да? Получается, теперь мы будем делать точь-в-точь, как наш первый ряд. Все, сам по себе узорчик состоит из одного ряда. Так? Мы, получается, с вами провязали арочку, потом мы точно самое провязываем такую же арочку, просто сместили в шахматном порядке. Но следующий ряд, третий, точь-в-точь повторяет первый. Понятно? Я думаю, что совсем не сложно. Вы справитесь, схемка перед вами. Давайте, сейчас повторяйте самый первый ряд, потом повторяйте второй. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Увеличим образец на несколько сантиметров, да, на несколько рядочков. Посмотрим, что получится в итоге. Ну, получится интересно, оригинально. Все, давайте, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Итак, смотрите. Вот, вязала несколько рядочков, да, в принципе, получается неплохо. Но что мне не понравилось? В том, что узор, получается, от основания вот так вот расширяется. То есть он разъезжается, и мне это некрасиво. Есть 2 выхода. Начинать точно так же, как я начинала, но придется и заканчивать точно так же. То есть, как я здесь делаю, получается, я соединяю вот эти вот верхушки арочек столбиками без накида, и между арочками 4 воздушные петельки. Почему 4? Потому что точно так же мы здесь с вами пропускали 4 столбика, поняли? Столбик без накида, 4 воздушные петельки, столбик без накида, 4 воздушные петельки, столбик без накида, 4 воздушные петельки и так далее. А обратно, получается, возвращаясь, я провязываю все столбики и все воздушные петельки столбиками с накидом. И у меня получается точно такая же, получается, ну, как бы жесткое основание, жесткая верхушка, поняли?
Но можно сделать эластичный набор, если вам необходимо эластичный набор здесь, и закончить получается точно так же эластичными петельками. Ну, вы можете задать эластичный набор крючком, вам YouTube выдаст большое количество видео, я на канале тоже показывал несколько узорчиков с таким набором. Вот, то есть два варианта, либо жестко, либо эластичный набор. Ну, раз я уже жестко, так скажем, начала, я провязала свои воздушные петельки между арочками и покажу, как я буду провязывать вот столбики с накидом. Вот видите, столбик без накида, у меня вот здесь вот 4 воздушные петельки и опять столбик без накида. Итак, там, где столбик без накида, делаем накид, ныряем в этот столбик и провязываем столбик с накидом. Есть. А вот там, где 4 воздушные петельки, вы можете провязать либо в арочку, вот так вот, 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Так. Но мне кажется, это настолько, как бы кажется, неаккуратно сделано. Видите? Здесь у меня провязано в каждую петельку, а здесь просто в арочку. Если позволяет крючок, позволяет зрение пряжи, конечно, вы можете провязывать в петельку. Если не позволяет, не мучитесь, провяжите в арочку, тоже будет, в принципе, приемлемо. Итак, я возвращаюсь немножко назад и показываю, как провязывать в петельку. Я чаще всего показываю, объясняю, что лучше в петельку, так красивее. Красивее, поправляйте в комментариях. Итак, накид. Аккуратненько находим первую петельку воздушную. Ныряем в эту петельку нашим крючком. Рабочую ниточку вытягиваем. И провязываем столбик с накидом. Да, работа немножко ювелирная, кропотливая, но оно того стоит. Второй, получается, петелька будет второй столбик. Столбики здесь могут быть у вас с накидом, там, да, может быть, полустолбики с накидом и так далее. Третья петелька. Аккуратненько беремся и провязываем третий столбик. Так. И последняя четвертая петелька. Да, это медленно, это кропотливо, но мне кажется, это вот так вот, видите, по краешку, по стеночке аккуратно. Все, и получается здесь у меня столбик без накида, я в него точно так же провязываю столбик с накидом, и все. Вот так вот получается, будет намного аккуратнее, нежели узор разошелся в разные стороны. Ну, естественно, влажно-тепловая обработка и красота. Как вам? Оригинально? Оригинально. Несложно, совсем несложно. Вашу копилочку узорчиков. Единственное, что я бы попробовала данный узор провязать совсем другой пряжей. Потому что здесь ниточка расслаивается. Она такая, не то чтобы капризная, но к ней надо немножечко приноровиться и получится. Либо просто другой узорчик. А так, вообще ничего сложного. Вот такой летний дырявчатый узорчик. Возможно, это туничка, да. Возможно, это летняя накидочка такая наподобие маечки, да, как бы, чтобы так вот интересно, воздушно было. Ну, на ваше усмотрение. Если это будет, конечно, зимняя пряжа, то это могут быть жилеты, шарфы, снуды, почему бы нет. Если это демисезонная пряжа, те же самые шарфики, возможно, какие-то кофточки, кардиганы, почему бы нет. Ну, в общем, все зависит от пряжи. Пробуйте, вяжите. Давайте расскажу, что же за ниточки у меня сегодня были, которые мне, в принципе, не очень, да, в данном узоре понравились. Называются они Alize Bella. Смотрите, стопроцентный хлопок. Стопроцентный хлопок. Так, цвет 266. Ну, в принципе, на камеру, мне кажется, чуть-чуть потемнее выходит. Так, нам здесь советуют производители брать крючок от единички до тройки. Возможно, стоит поменять крючок чуть поменьше, возможно, будет узор немножко поаккуратнее, но то, что ниточка расслаивается, мне как бы немножечко напрягало. Вот такая ниточка. Вы берете свою, какая у вас есть, пробуйте обязательно, вяжите. Итак, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. У вас могут быть цифры абсолютно другие. У меня получается 36 воздушных петелек, и это 20,5 сантиметров. И здесь получается по рядочкам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закончили мы вначале воздушными петельками 7 и потом столбиками 8. И здесь получается у нас столбики 9. Ну, как бы мы с новичками так провязывали. И это получается, смотрите, ну, 11 сантиметров с хвостиком.
Узор сам по себе несложный. Растет он, конечно, быстро. Видите, за счет того, что здесь столбики аж с 2 накидами, то есть он растет очень быстро. Все, вяжите с удовольствием. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Нажимайте на кнопочку спонсорства, у кого есть возможность. Тоже заранее спасибо большое. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.